Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Степан Демура на связи. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый день. Степан Геннадьевич, очень есть много тем, которые стоит обсудить, и действительно у нас, вот все закипает, причем на Ближнем Востоке все закипает, так что прям мама не горюй, но все как-то так делают умный вид, и, мол, так и надо. По Украине одище, а все так, знаете, делают вид, что, мол, так и надо. Один Зеленский говорит, что вот смотрите, как обстреляли, северокорейская ракета убила под Кривым Рогом семью многодетную, давайте ПВО. И Витков и Кушнер, ждем вас туда, во второй половине августа. В общем, обо всем об этом поговорим, друзья. Спасибо большое. Огромное количество вопросов мы получили в сообществе YouTube. Там очень много и реакций, и будем пытаться комментировать. Ну, всем вряд ли получится угодить, правда много, но тем не менее, это в финале нашей части, нашего эфира, финальная часть. Также клуб зрителей «Шелест», также онлайн чат-трансляции. В чате трансляции я попытался суммировать, знаете, такое настроенческое и предоставить возможность выбрать людям, какой из этих вопросов наиболее актуален геополитически на данный момент, по вашему мнению. Зачем мир, где нет России? Зачем мир, где нет Украины? Зачем мир, где нет США? Зачем война, где никто не победит? 4 варианта, абсолютно философское начало, нетипичное для наших с вами разговоров, но именно так я хотел бы сегодня начать наш разговор. Какой бы вы выбрали вопрос? Третий. Зачем мир без США? Да. Почему вы сделали именно такой выбор? Потому что сейчас это типичное поведение США последние несколько лет. Как говорится, нет Америки, нет мира. Концепция империи, как империя же незаменима. То нет такой концепции. Империя уникальная, незаменима. Все через силу, в том числе мир. И тут вот получается так некрасиво везде, скажем прямо. Поэтому зачем мир, если в нем нет гегемона США? Это, я думаю, сейчас основная тема цвета неба политики. Цвета неба. Ну, у нас есть тут такие товарищи, как их зовут, цвета неба политика. Ну, небо бывает разного цвета в разное время суток. Да. Степан Геннадьевич, это раз. Во-вторых, иногда тучки находят. Давайте начнем с США. Выпустили министра энергетики, он начал рассказывать о том, что все хорошо с нефтью. Выпустили министра войны, он начал рассказывать, что как бы все хорошо с оружием, но поиздержались немного. Кого только не выпустили в этот момент. И Трамп пообещал вытрясти все дерьмо из Ирана. И, собственно, прошлой ночью тряс как мог. Даже Саудовская Аравия присоединилась к бомбежкам Ирана. Они отхватили от хуситов. Арамка горела. Сами бьют тоже по хуситам. Хуситы говорят, давайте денежку за Баб-эль-Мандебский пролив. В общем, закручивается очень нешуточный замес, но Трамп не слазит с кобылы войны. Хотя ему уже все говорят, она сдохла, давайте экономическими методами. Почему? Ну как, это значит, что он проиграл капитуляцию, но он уже подписал для него, это он же альфа-самец, слушайте. Он же Трамп. Ну, альфа-самец. На самом деле, я думаю, здесь не Трамп, потому что Трамп это просто такая пустая говорящая голова, а все дело в его советниках. Большинство советников это неоконы, причем глава его администрации, она была в свое время главой администрации товарища Нетаньяху. А для товарища Нетаньяху эта война очень-очень важна. И с точки зрения, скажем так, того, чтобы он оставался на свободе, важна для сохранения коалиции. И, судя по всему, у него тоже такие, знаете ли, к старости начинаются философские размышления о смысле жизни, о смысле существования еврейского народа на земле, что вот таки надо дождаться Машиаха, пройти через искупление. Поэтому, я думаю, там все очень сильно замешано и намешано. Но самое главное, конечно, для этого выгодна война для Нетаньяху и его кабинета. И не случайно они так, на самом деле, развели Трампа на ликвидацию Аятоллы. Потому что, по большому счету, ликвидировав Айталу, Трамп практически свел на нет любые возможности дипломатии по прекращению конфликта, на мой взгляд.
Поэтому война будет продолжаться, никуда они не слезут из этой ловушки, они уже никуда не выберутся, американцы. А иранцы что? Они зачищают свои тылы. Они практически зачистили свои тылы от 10 американских баз, всех баз, которые там есть. Сейчас они зачищают курдов иракских. Американцы стаскивают остатки, ну не остатки, там еще достаточно осталось, своего боекомплекта самолетов, заправщиков всего в Израиль. В одно место, так сказать, там буквально 2-3 авиабазы, включая Бен-Гурион, где они базируются. Ну, зачистят тылы, американцы обязательно дадут им повод. Ну, и ликвидируют американские, скажем так, значительную часть американских военно-воздушных сил. Кипр они предупредили иранцы, болгаров они предупредили. Ну, а дальше, как говорится, сами виноваты будут. Ну, даже по Украине чуть не стреляли за, скажем так, Ну, удар по что, космическому оружию. у них ракеты есть тяжелые на 4000 километров. У них не заржавеет. Очень Это интересно, что товарищи суровые. Очень интересно, что Минобороны Саудовской Аравии объявили о том, что встречу будут проводить, создавать многонациональную коалицию по обеспечению Да, безопасности да. на море. Уже создали, да. Значит, да. Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Кувейт, Мальдивы, Пакистан, Катар, Сомали, Судан, Турция, правительство Йеменского президентского совета. Короче, все серьезно. Слушайте. И американцы тоже там. Ну, Получится? американцы уже 1,5 месяца воевали с хуситами, разгромили их, победили, остановились на том, что, ребят, мы вас не трогаем, вы нас не трогаете, остальных можете обстреливать. Поэтому сказать, ну, слушайте, ну, суицидники, что я могу сказать, особенно саудиты. Это вот плод, знаете ли, на мой взгляд, работы такого сумрачного британского гения. Очень сумрачного в последнее время. Конечно, судиты, да, это на конкурсе «Тупой еще тупее» они могут занять первое место реально, опередив Трампа. Хотя это тяжело. Ну, суицидники напрасно. Ну, слушайте, хуситы их спокойно всех... Если вот сейчас, имея такое вооружение и имея, скажем так, историю 12-летнего конфликта с саудитами, историю практически 12-летней блокады, в результате которой, ну, по разным оценкам, там несколько сот тысяч умерло от голода и от недостатка медицины хуситов. Ну, их тяжело чем-то напугать, их тяжело чем-то остановить. Да? Они живут, грубо говоря, в пещерах. Ну, условно выражаясь. И да, они сейчас ощущают силу. И у них есть достаточно вооружения, чтобы просто стереть саудитов с лица земли. Все. Иран даже напрягаться не нужен будет. А ось сопротивления, так называемая, она активирована, потому что иракские шииты начали боевые действия. И, по-моему, позавчера был удар американцев, ну, Кувейта, да, по одному из штабов иракских шиитов. Я не там тяжело произносимо, до сих пор не могу запомнить название этого движения. И погибло там, по-моему, 3 офицера Кудс, это КСИР, и 1 офицер Ансар-Аллы. То есть ось активирована, она работает. А это иракские шииты, у которых джихад официально объявлен для всех шиитов, Аятоллой, Систани, самым главным у них. Это хуситы и Иран. Хезболла пока тихо сидит, там отсиживается, ждет своего момента. А что делали украинцы в Ираке? Что это за такая очень экзотическая история? Есть версия о том, что это типа украинцы с израильскими паспортами. Но я думаю, нет, потому что вторжение в Иран курдов иракских, оно планируется, хотя иранцы занимаются там тотальным уничтожением всего и вся сейчас. Но, тем не менее, все это делается под эгидой Моссад. То есть, там будут спецподразделения Израиля, спецподразделения США, ну, и сброд со всего мира. Ну, вот и украинские боевики туда попали.
Поэтому я думаю, что сейчас украинские боевики, они и в Африке работают, и в Сомали, везде, где хорошо платят. Так, а Поэтому смысл? ничего удивительного в этом нет. Что? Смысл подрывать Деньги. иракское государство? Стратегически Они не имеется в виду. подрывают иракское государство. Это север Ирака, иракский Курдистан. Курды еще живут как на сопредельных территориях в Иране. Поэтому идея в том, чтобы начать вторжение иракских курдов, возможно начать еще Бузу в Белуджистане иранском, это на юго-востоке, и, возможно, даже активировать Азербайджан. Вот, а это уже очень интересно. И еще должна активироваться пятая колонна. Да? И вот сейчас пошли сообщения о том, что начались нападения на полицейских в Иране, на различные военные посты и тому подобное. То есть, суть по всему, остатки пятой колонны, которые там остались наверняка и в достаточном количестве, даже после того, как их хорошо почистили уже 2 раза, это все активизируются внутренние силы. Наверное, будут активизировать и усиливать экономическое давление, потому что пятая колонна, она не только внутри, но и снаружи. Внутри это так называемые, насколько я понимаю, реформаторы. Сейчас они частично занимают правительственные должности. Это и, судя по всему, президент, и отчасти, наверное, министр иностранных дел. Потому что только что, не только что, наверное, неделю назад, они увеличили стоимость субсидируемого бензина в Иране с 5000 до 10, то есть 2 раза. Но он все равно дешевле, чем рубль, наверное, за литр или 2. Но тем не менее. Поэтому, возможно, идет такое экономическое давление изнутри, будут активизировать экономическое давление снаружи, чтобы попытаться провернуть сценарий конца декабря, начала января этого года. То есть мы входим в такую эскалацию и финальную стадию конфликта на Ближнем Востоке. Самое интересное, что эта финальная стадия конфликта должна закончиться таким громким падением большого шкафа мировой экономики. Это уже все говорят, потому что... Это бабочка, это не причина, это всего лишь, знаете, мировая экономика, на мой взгляд, давно, этот шкаф давно стоял уже на 2 ножках, ждал сквознячка. Вот это сквознячок, который его сейчас обрушит. Плюс еще мы заметили на уходящей неделе, как в топливный кризис вмешалась история с российско-украинским противостоянием. Причем очень крепко. Опять сегодня закрывают Новороссийск, там, где казахскую нефть, ну как казахскую, вот эту западную, Западную нефть, да. американско-британскую, Да. вот эту нефть, как бы обстреливать, не дают идти. Внезапно Пакистан нарисовывается, говорит: слушай, Такаев, ну что ты там вот с тем Путиным просишь его войну остановить? Давай к нам, у нас вот порты в твоем распоряжении, будешь там грузить, коридоры транспортные. Кажется, что это начало переформата. И кажется, что в Черном море все не просто, ну, скажем так, да, для того, чтобы поднять градус, в общем, обеспечить фронт, подпитку, вот это вот все. Нет, все именно под раздел вот этого экономического кластера. Но, простите, если это правда, я не буду говорить, когда Молдова перехватывает, ну, перекупает танкер с топливом у Киева. Киев говорит: елки-палки, он же к нам шел. А те говорят: так а мы особо идти не хотели, потому что сейчас как прилетят. И опа, в Кишиневе выгрузились. Ну, и Кишиневу, имеется в виду, выгрузились. И все такие: ничего себе, а что происходит? Это уже, кажется, перераспределение такого серьезного калибра экономической зоны Черного моря. Ну, я думаю, это на самом деле пока что единичный случай, но факт остается фактом, что, скажем так, морские логистические пути, они сейчас под угрозой везде. Это, пожалуйста, возьмите
Северную Европу, что они творят, вообще, что творит Европа с российскими танкерами, что творится на Ближнем Востоке, что творится в Черном море. Я думаю, очень скоро начнут поджигать и проливы, которые ведут в Китай, китайскую логистику. Поэтому сухопутные транспортные коридоры, которые в том числе активно развивал Китай, продолжает развивать, они приобретают все большую и большую, скажем так, важность. И это еще больше подрывает гегемонию морской империи англосаксонской. Вот и все. Они сами копают себе яму, показывая всем, что они не могут обеспечить безопасность и не могут контролировать морскую логистику. Поэтому вроде так кажется, что вот они все такие умные, продвинутые. Ну, а по факту они занимаются самострелом, на мой взгляд. Морская, ну как, морская блокада, причем Зеленскому уже сказали в Штатах, что брателло, это самое, ты тут на наши американские интересы лапку не поднимай, да? Это вот танкеры «Шеврон», их трогать нельзя. Так а почему он И трогает? потом, ну, наверное, нет большого ума британского, я имею в виду островного. Потому что, смотрите, куда шла казахская нефть в основном? Она в основном шла, по-моему, в Румынию. И составляет, не буду врать, ну, по-моему, больше 60% от всей нефти, потребляемой нефтепереработкой Румынии. Куда идет румынская нефтепереработка продукты? В том числе и в ВСУ, в том числе и в Украину. Так что, ну, тоже Зеленскому надо дать должное. Красавчик. Любитель самострела и жесткой садомазы. Это при том, что практически блокада черноморских портов завершена. Да, она полностью завершена, туда больше никто не ходит. Посмотрим, что будут делать с дунайскими портами. Вроде начали, но как-то взяли этот процесс, поставили этот процесс на паузу. Кремлевские имею в виду. Непонятно почему. Ну, наверное, западные партнеры высказали глубокую озабоченность по этому поводу. Ну, смотрите, Очень сильно нарушена логистика. сегодня разразился МИД очень громким заявлением, что вот Зеленский неуправляем, приструните его. Возьмите и приструните. Как бы заявление, и получается в защиту вот этого КТК, да, казахского, как пример, да, что бьет и по интересам Запада. Вообще какая-то странная история, да, недоговороспособный Зеленский, это демонстрирует Очень странная история. сейчас российская сторона, которая, собственно, ну, они же перестали вроде как терпеть удары по морю, бьют и сами. Зачем тогда такое заявление? Знаете, вот я не специалист в определенных областях медицины, поэтому я не могу это комментировать, потому что, по идее, зная, куда идет казахская нефть и как она используется, я бы сам устроил диверсии, причем не одну, чтобы этот терминал закрылся на очень долгое время. Но не судьба, как говорится. Так это план мог быть россиян. Ну, я бы так сделал, слушайте. Я вообще бы оставил бы их без нефти. В Днепре сегодня обстреляли новую почту, там большой логистический хаб. До этого сегодня опять Wildberries. И, собственно, как бы, да, идет вот такая вот война, она методично продолжается. Есть там кадры с Екатеринбурга, как, ну, вот это вот все, эвакуация, там, вот, смотрите. Также прилетело по Пермскому заводу, это в российской стороне. В украинской стороне был массовый обстрел. Киев, Львов. Во Львове развалили многоэтажку. Причем я делился у себя в телеграм-канале, я, если честно, так немножко опешил. Ночной обстрел, завалы, в общем, непонятно, кто там есть, кого там нет. Люди там повылетали стекла в соседних домах, этот дом полуразбит. Они становятся 9:00 на минуту молчания, причем пожарная, там полиция, понимаете, то есть, ну, какая-то дичь, если честно, то есть, нет, можно там быть поклонником этой лютой традиции, но не в такой момент, когда 9 утра надо быстро-быстро, ну, в общем.
В Киеве тоже сгорел рынок на Петровке. Ну, в общем-то, и все. Да, все внимание. Здесь сегодня Зеленский перед нашим эфиром буквально вышел и заявил, что по его информации, в общем, в Кривом Роге убили семью многодетную корейской ракетой. И, мол, вот они, Вполне возможно, да. московские отбросы там, вот вместе с северокорейскими этими маньяками, негодяи, в общем, вот так. Получается очень такая достаточно тяжелая картина для восприятия после этого обстрела. С точки зрения гуманитарной, человеческой. Но с точки зрения военной и политической. Зеленский пытается использовать это, что, мол, дайте еще ПВО, Трампушка, 300 ракет для патриотов мне хватит на зиму. На зиму. Россия сегодня... Хватит на 2 дня. Россия сегодня продлевает на полгода запрет на экспорт, ну, тоже горючки. Получается, что, простите, все спокойно готовятся, не просто готовятся к зиме, а готовятся к войне зимой. И никто заканчивать на межсезонье, выходить на какую-то паузу не собирается. Ну, с точки зрения здравого смысла нет. А какая пауза? В чем пауза? Ну, хочешь надеяться, что Кремль будет верен своим словам, что СВО больше нет, есть война. Хотя в начале войны, если назвать СВО войну, тогда сажали. Сейчас вот это уже принято. К чему готовиться? Ну, посмотрим, как они будут разбираться. Сейчас для меня отлично лакмусовая бумажка, обнулят они Дунайские порты или нет. Если не обнулят, ну, у меня да, уже слов не будет. Если обнулят, значит, все это будет достаточно. Я думаю, война закончится быстро, потому что следующим будет туннель железнодорожный и энергетика. И на этом история Украины и войны закончится. Потому что воевать без логистики, каких-либо логистических маршрутов с Западом и без энергетики невозможно. Война это будет и закончится, на самом деле. Это будет хорошо. Но если же Дунайские порты сейчас не обнулят, это значит, тягомотина будет продолжаться еще непонятно сколько времени и непонятно сколько жертв будет. Но самое страшное, что сейчас делает Зеленский, это снимает, по-моему, 30% брони. Потому что есть правило такое, ну, скажем так, эмпирическое, что если вы использовали 25% мобилизационного потенциала мужского, то большую долю вероятности можно спокойно похоронить экономику. Украинцы уже это давно прошли, и вот сейчас снова будут снимать 30% брони с оставшихся. Ну, экономика по-любому уже на ладан, да и что она просто ляжет. Особенно зимой, когда нужны будут ремонтные бригады и тому подобное, проводить восстановление энергосистем, всего. Их просто не будет. Но зато фронт еще продержится, наверное, там, ну, месяц, ну, 2, ну, 3. Ну, хорошо. То есть, сегодня, кстати, такой очень интересный выход в свет получился у Медведева. В чем интересность, да, в его заявлениях? Вот если так вот прикинуть, да, то он, собственно, что говорит? Россия находится в важной, очень важной точке завершения СВО. Мы действительно сейчас находимся в этой точке специальной военной операции. Я уверен, что внесете лепту в нашу победу. В общем, он к молодогвардейцам-добровольцам обращался, которые ехали в зону СВО на передовую. Единственное, чего бы хотел сказать, берегите себя, нужна победа, но не любой ценой. Что это за важная точка СВО? О чем говорит Медведев? Если, например, вы сейчас обрисовали коротко, короткими мазками, но такой апокалипсис осенне-зимний. Нет, ну, по большому счету для Украины, да, это апокалипсис. Но вопрос в том, будет ли этот вполне, на мой взгляд, разумный и, вернее, и очень, кстати, гуманный по отношению ко всем план приведен в действие. Почему гуманный? Потому что, слушайте, у вас выбор, грубо говоря, у украинцев 2-3 месяца померзнуть. Без войны. Посидеть без электричества, но не быть бусифицированным. А так вас все равно по-любому бусифицируют всех. Под ноль.
Ну, может быть, Азов оставят, да, они все-таки такие бешеная дивизия товарища Зеленского. Дикая дивизия, вернее. А так все остальные лягут. Поэтому, наверное, Медведев имел в виду... Мне трудно сказать, что он имеет в виду. Потому что, ну, такой товарищ своеобразный, на мой взгляд. Но, скорее всего, наверное, имелось в виду то, что озвучил Песков, что типа это больше не СВО, это война. С этой точки зрения, вот очень характерно выступление Лаврова вчера. Кому-то он давал интервью. Вообще нужно запретить Лаврову интервью? Нет, бизнес ФМ, потому что они вот крутили в интервью, когда ты за рулем, бизнес ФМ нужно запретить, чтобы она вообще не работала больше. Потому что я У так вас, у вас, отрывками у вас его... старые счеты с бизнес ФМ? Нет, не старый счет, это просто очень опасная радиостанция, если вы слушаетесь то, что говорят. И Лавров заявляет следующее. Так вот, легко. Что да, у нас сейчас такой важный период, такой сложный период для страны, бла-бла-бла. Враги наши англосаксы. Я так, чего? Лондон и, мол, Вашингтон. Конечно, в большей степени Лондон. Я так, минутку, я чуть вообще я пытаюсь прийти в себя, вижу перед собой большую задницу КамАЗа по тормозам. Почему? Потому что совсем недавно Песков, например, выступал, когда он говорил, что у нас там враги всякие хотят и чудят, и что-то богопротивное замышляют против России. Это какой-то Берлин, какой-то Париж, даже какой-то Осло. Может, по-моему, не помню, Хельсинки вспомнил. Но вот такое ощущение, что он просто не мог себя заставить сказать Лондон и Вашингтон. Ну, я не знаю, какие на это причины, наверное, есть. А тут Лавров так спокойно, да, называет это все англосаксы. Лондон и Вашингтон. Ну, Лондон в большей степени. Поэтому, может быть, это имело в виду Медведев, что как-то вот разводочка с духом Анкориджа, она, скажем так, подошла к своему логическому завершению. Теперь все-таки надо воевать, а не надеяться на доброго американского дядю, который одновременно и арбитр, и участник конфликта. Да, вот такое логическое противоречие, в принципе, для любого здравомыслящего человека. Может быть, это имел в виду, я не знаю. Но мобилизации не будет или будет? Ой, как мне этот вопрос достал. Вот с моей точки зрения не будет. Она не нужна. У нас с живой силой проблем нет. Ну, об этом тоже говорит Медведев. Однако есть очень мощные разведпризнаки. Значит, сегодня обрастает просто небывалым скандалом ситуация вокруг Дурова. Значит, Павел Дуров, основатель Телеграм, был объявлен и внесен в список террористов и экстремистов Российской Федерации. И сейчас там очень долго и нудно многие выясняют, как юридически, а что вообще происходит. А это если я купил подписку премиум в Телеграм, это что, я финансирую терроризм? Ну, в общем, объясняют, рассказывают, что нет, это его персональная история, а не типа Телеграм. Так вот, персональная история, Дуров отвечает на это. Значит, Россия признала меня террористом за отказ выполнять ее требования о массовой слежке и цензуре в Телеграм. Согласно российскому законодательству, мне запрещено распространять информацию в интернете. Российские чиновники, очевидно, в замешательстве относительно того, что, кто может запретить кому пользоваться интернетом. Ну и там он вчера то публиковал вот эти свои типа с бородой, ну и разные мемчики. Вот Талибан же вроде как, смотрите, уважаемые партнеры, а Павел Дуров типа террорист-экстремист. Потом начали писать очень интересно, там же Павел Дуров, он банк спермы пополняет. Да, И это его единственный актив. Да, да, да. причем в России тоже есть кто Да, пользоваться. да, да, да. И получается, что не могут... Кто-то положил глаз на семенной материал. Я Нет, не ну знаю, кто подождите, он. не могут наследство, так сказать, он говорит, наследство всем поровну, а свое оставлю. И получается, российские наследники Дурова в пролете с таким-то статусом. Что Ну происходит? И да. есть ли здесь в этой атаке на Дурова след готовящейся или мобилизации, но мне Вопрос. кажется, что-то гораздо большее готовится на осень, раз вот так вот срезают Телеграм или пытаются на него повлиять. Я думаю, знаете, ну, во-первых, еще австралийцы объявили его террористом и экстремистом. Австрийцы.
Австралийцы, там, где кенгуру. А в Австрии тоже, кстати, идет суд с Телеграмом. Вот, а в Австрию, про Австрию не знаю. Может быть, кстати, корреспонденты перепутали Австралию с Австрией. Но я в тексте прочитал Австралия. А во-вторых, если вы посмотрите, какие к нему были претензии, это то, что он не заблокировал канальчик, я не помню, как он уже называется. Давинчик. Давинчик, да. Но дело в том, что и в ВКшечке, и в Максике этот канальчик прекрасно работает. Да, имеет еще больше аудиторию, чем Телеграм. Почему тогда главу ВК, гендира ВК не объявили террористом? Потому что у него фамилия Израиль, не знаю. Я думаю, тут, знаете, вот это вот наводится тень на плетень. Скорее всего, это просто, я не знаю, спор хозяйствующих субъектов. Потому что в свое время ВКшечку дура уже отжали, наверное, теперь хотят отжать Телеграм. Вот и все. Потому что, вот, на мой взгляд, по такому, ну, скажем так, надуманному поводу вот делать то, что они делают, не знаю. Французы делают, в принципе, то же самое. Вот уже 2 года идет судебный процесс. Вернее, возбуждено уголовное дело. Никаких объявлений, прошу прощения, обвинений Дурову еще не предъявлено. Просто идет борьба за доступ к ключам Телеграма. Вполне возможный, как говорится, спор хозяйствующих субъектов. Поэтому я бы не связывал это с какими-то, знаете, какой-то вот я мобилизацией, еще что-то. Моя точка зрения такая, что вот необходимости мобилизации на данный момент в российской армии нет. Может быть, у кремлевских другая точка зрения, я не знаю, но это моя точка зрения. Мгм. Хорошо, но тогда чем это все закончится? Что можно сказать сейчас? Ой, слушайте, не знаю, не знаю. Даже, это даже думаю, как пиво пить в лом, так и мозги напрягать в лом по этому поводу. Да, медийно прикольная такая ситуация. Да. Ну, мне абсолютно неинтересно. Защищали же его в 24 году от Макрона. Придуров Да, писали. Шаман к нему певец обращался, говорит: Паша, вернись на родину. Да. на родину приезжай. А Паша, вот видите как. Вот такая вот Ну, история. наверняка там идет какой-то торг. Это, знаете, вот один из, что ли, аргументов торга. Потому что, ну, еще раз, на него наехали за то, что в ВК и в Максе спокойно существует еще с большей аудиторией. Ну, я не знаю, ну, хоть бы какой-нибудь предлог бы нашли более такой, ну, что ли, логичный, взвешенный, чтобы не вызывало такого отторжения вся эта возня. Ну, вот, что имеем, то и имеем. Что случилось? Да все, Рыжий что-то сказал, проснулся. все как всегда, понимаете. Пролетел ваш ответ по поводу Садамаза, все услышали, наверное, слово, да, по поводу Витькова и Зятькова. Попрошу повторить вашу мысль по поводу этого. И Ну, мысль очень простая, понимаете, одно дело говорить, другое дело действовать. Если кремлевские будут пытаться вернуться к духу Анкориджа, когда им уже даже Рубио прямым текстом сказал, что товарищи, мы страна конфликта, мы вооружаем Украину, да, мы предоставляем им разведданные, все на свете. И те договоренности или то, о чем говорилось в Анкоридже, оно не подходило Украине, теперь не подходит еще больше, бла-бла-бла. Ну, уже все, вот, как и прямым текстом сказали, что, дружок, мы выиграли время, тебя обманули, поэтому никаких договоренностей быть не может. Хотя с самого начала было понятно, что это какие договоренности со страной, которая одновременно является страной конфликта и типа медиатором. Ну, такого не бывает. Но если кремлевский продолжит, то я думаю, что и даже глубинный народ начнет задавать более серьезные вопросы. Но еще раз, у них своя реальность, своя логика, поэтому может быть все что угодно. Витков и Кушнер в Киеве. Это что будет означать? Радио Свобода сейчас передает... Не знаю, слушайте. Если Щас... приехали какие-то свои делишки, бабки мыть, обкашливать. Ну вы что, 35 лет независимости Украины, под это дело говорят будут. Ну и что? Одно другому не мешает. На больше они просто не способны.
Да, друзья, значит, давайте попробуем сейчас провести вот эту сессию ответов на вопросы. Если получится, то будет отлично. В сообществе YouTube много вопросов, в клубе зрителей много вопросов. Насколько хватит, да, как говорится, нашего сегодняшнего интернета и заряда. Поехали. Клуб «Режим Блиц», все как всегда. Клуб зрителей. Вот такие вот вопросы. Согласен ли Степан Геннадьевич, Вараева спрашивает, согласен ли Степан Геннадьевич, что уничтожение Wildberries — это договорняк Озона с киевским режимом, учитывая, кто владельцы Озона? А кто владельцы Озона? Ну, махровые. Какие? Ну... Я думаю, просто у Озона логистика немножко по-другому организована, вот и все. Да, следующий вопрос. Ой, Там везде махрово. Простите, кто владельцы Wildberries? Чьи там Степан, никогда не задавали все вопросы. скажите, в Ливане сложился замкнутый круг. Внешние инвестиции не придут без разоружения Хизбаллы, у государства нет ресурсов. Какой из элементов разоружения, банковская реструктуризация или внешняя помощь должен стать первой? И по какому пути пойдет Ливан, на ваш взгляд? Спасибо, Александр. Тик-ток Махта не смог разоружить. Что уж говорить о ливанской армии, там шутка ходит, да, сколько нужно солдат ливанской армии, чтобы защитить Ливан. Никто не знает, они никогда не пытались. Хорошая шутка. Значит, какая судьба доллара... Она про французов и Париж изначально была. Какая судьба доллара и евро после проигрыша США в войне с Ираном? И как, по вашему мнению, будут они конкурировать с юанем и китайской финансовой системой? Ну, у евро вообще никакой судьбы нет. Доллар резко вырастет в краткосроке. Но потом им придется что-то делать со своим госдолгом. Соответственно, я думаю, что они начнут просто пытаться обесценить доллар. Дорогой Степан Геннадьевич, Анна к вам обращается. Ценю ваше мнение, хочу поделиться своим мнением, вопросом. Не судите строго. Дуров по Франции живет, ходит как зайчик, на допросы в полицию. На каких условиях его освободили 2 года назад, непонятно. Франция участвует против России в войне, призывает к уничтожению России. В то же время соцсети — это невероятное оружие. На просьбы России каналы вербовки заблокировать он плевать хотел. Что вы думаете по поводу этого? Ну, это еще раз повторюсь, посмотришь, что это за канал, да. Этот канал также присутствует в ВКшечке и Максике. Там он почему-то не забанен, имеет большую аудиторию. Вот и все. Специалист по геополитике Девятов утверждает, что СВО закончится до ноября 2026 года. Вы с ним согласны? Если нет, то почему? Я не могу делать никаких либо утверждений относительно момента завершения СВО или войны. Потому что, на мой взгляд, действия кремлевских не поддаются прогнозу с точки зрения логики и здравого смысла, который я вижу, на основе которого я оперирую. Поэтому я здесь пас. Монархии залива будут сносить в ближайшее время? Интересный факт. Если их снесут, единственными абсолютными монархами в мире останется Папа Римский. А как это Папа Римский абсолютный монарх? Не понял. Ну, в Ватикане. Главный Ватикан папа. маленькое такое, там, не знаю, хуторок. Он не монарх. И Ватикан не монархия, скажем так. Но есть еще монархии в Юго-Восточной Азии, например. Таиланд монархия. Грейт Бриттен монархия. Поэтому, слушайте, их много. Степан Геннадьевич, сегодня в Телеграме Василий из Одессы спрашивает, гуляет видео, где Соловьев сокрушается о том, что о российских массированных ударах заранее предупреждает Зеленский и даже блогер Шарий.
Степан Геннадьевич, ваше мнение, неужто кто-то из российского генштаба сливает им эту, по моему мнению, секретную информацию? И еще вопрос к вам, человеку, прожившему определенное время в США. Может быть, вы в курсе. Это правда, что Трамп похоронил свою первую жену на своем частном гольф-клубе и оформил Да. этот клуб как кладбище, чтобы не платить налоги? Про кладбище не знаю, но урна с ее прахом действительно закопана в одной из лунок на на поле для гольфа, вот по-русски так говорить. Оформил ли он это как кладбище, не знаю, никогда не интересовался. Ну, слушайте, есть просто элементарно по поводу запусков, электронная разведка работает, спутники висят. Как только у вас возникает, скажем так, определенная коммуникация между, скажем, теми же дальними бомбардировщиками и базами, куда они перелетают, что они перелетают, уже понятно, можно сделать вывод, что скоро будет достаточно серьезная ракетная атака. Здесь, скажем так, ничего секретного нет. Это радиоразведка. Далее мониторятся все пусковые площадки, с которых запускаются герани, прочие дроны. Соответственно, если там появляется активность, которая классифицируется как подготовка к массовому пуску, вот, пожалуйста, что. Западные разведки все это видят, слышат. Ну и, соответственно, передают своим украинским коллегам. Мгм. Так, дальше. Продолжаем вопросы. Степан Геннадьевич, недавно слушал лекцию Фурсова. Был там такой момент, Михаил делится. Китай может развалиться на части. Что по этому поводу думаете вы? Есть ли такая вероятность? И если есть, то на что она указывает? Ну, это план был такой. Я его даже сам лет 5 озвучивал, что планировалось Китай все подложить под Китай, так называемый глобальный юг, в экономическом смысле. Ну, и потом, значит, развалить Китай на части. Сначала на 4, потом на 2. РЭНД, корпорация, это мозговой центр, так называемый Пентагона, об этом писала. Но, насколько я понимаю, все основывалось на представлении Запада о структуре власти в Китае. Именно, что там такие же институты демократии, как и по всему миру. Ну, во-первых, там избавились от соросятника, когда последнего соросенка вывели под белые ручки со съездом. А во-вторых, судя по всему, там так называемые демократические институты носят весьма такой показной характер. Мгм. Поэтому есть вертикаль власти, скажем так. Она не особо сильно, судя по всему, отличается от формально от российской, от любой другой. Судя по всему, достаточно устойчивая. И чтобы развалить Китай, нужно только поднимать какие-то восстания, еще что-то такое, чтобы были какие-то противоречия внутри вертикали власти. Ну, судя по всему, может быть, я что-то не знаю, но я их пока не вижу. Не, ну там же генералов пощелкали, как семечки. Ну, пощелкали, усилили. Вот как конкретный пример. Взяли, почистили немножко вертикаль. Товарищ Си стал единоличным командиром армии. А поскольку именно при товарище Си об этом богом забытой армии вдруг резко вспомнили, они получили огромное финансирование всего и вся, то, скажем, у той же армии нет никаких причин иметь зуб на товарища Си. Тем более он представитель как раз силового блока. Поэтому я думаю, что это все влажные мечты. У Фурсова несколько, скажем так, протухшая информация. Артем спрашивает, у Украины есть необстреливаемый тыл в виде Европы. Сегодня, кстати, обстреляли по Польше. Прозондировали ПВО. Мне так нравится, Туск выходит и говорит, знаете, вот если бы она там куда-то летела, мы бы сбили. Мы бы ее сбили. А так в поле упала, она вообще... Так, мы за ней следили, в поле упала. Так да. это не по нам стреляли, это ж не по Польше. Успокойтесь. И потом сказал, 100 дней есть. 100 дней. А На потом все.
Чего все? Ну, все решится. Закроют небо? Все закончится. Ну, может быть, да. Ну, вот так, это Туск. Так вот, Артем спрашивает, есть необстреливаемый тыл в Европе? Вопрос не в том, что нужно делать, а что будет делать, по вашему мнению, руководство России с этой проблемой. Как, по вашему мнению, можно решить проблему с дронами, которая производится не на территории Украины? Спасибо. Ну, смотрите, они каким-то образом попадают на территорию Украины в таких количествах. Поэтому нужно просто для начала уничтожить полностью логистику. Железнодорожную, морскую вроде как значительно прикрыли. Наземная логистика, насколько... Во-первых, это не только военная логистика, но и топливная логистика. Это логистика украинского экспорта и тому подобное. Это еще мощнейший удар по экономике, на самом деле. Насколько я понимаю из тех оценок, которые я видел, наземная логистика, это автомобильный и железнодорожный транспорт, может обеспечить где-то 1/3 перевозки грузов, которые обеспечила морская. Поэтому, если, скажем, вы еще на месяц, может быть, на 2 вынесете железнодорожную логистику, останется только автомобильная логистика. Там тоже, в принципе, постоянные удары по 2-3 мостам, даже не надо их выносить, просто достаточно портить полотно постоянно, тоже могут логистику хорошо прикрыть. Вот, и тем самым вы, во-первых, сильно усложните жизнь ВСУ, сильно усложните ситуацию с топливом, со всем остальным в Украине. Ну и, соответственно, у вас объем перевозимых грузов будет очень-очень маленьким. Соответственно, будут несколько иные приоритеты с точки зрения военной логистики. Вести контейнеры с дронами, либо вести контейнеры с оружием и тупо цистерны с ГСМ. Вот и все. Роман, сколько лет нужно, чтобы вырастить нормального матерого олигарха? Может ли страна, где есть олигархи, не быть колонией? Может ли колония воевать за счастье своего народа? Почему представители религии более успешно благословляют на гешефт, нежели на благополучие народа? Или благословляют нормально, просто народ чужой? Религия всегда была инструментом управления ширной массами, поэтому чему вы удивляетесь? Опиум для народа, как говорил товарищ Ленин. Здесь он был абсолютно прав. А на остальные ваши вопросы. Бжезинская есть отличная книга, да. Это большая шахматная доска. Там, по-моему, 1 или даже 2 главы посвящены колониальным элитам. Почитайте вы. Там есть ответы на все ваши вопросы. На ваш взгляд, 2-3 маркера точно вам будут сигнализировать, что надо срочно уезжать из России, хотя бы на время, чтобы оглядеться. При каких условиях Россия закроет границы, спрашивает пользователь. А куда уезжать? Вот в чем проблема. Некуда. Маркеров много, просто вопрос. Вот я, честно говоря, если бы я был один, да, вообще вопросов нет. Можно найти место с семьей и принимая во внимание все, скажем так, требования к образованию, которые сейчас есть. И я, честно говоря, не знаю, куда уезжать. И видя то, что происходит и будет происходить в определенных регионах мира, особо популярных среди релокантов, нафиг, как говорится. Кстати, очень интересный момент. Вот это вот кадры из такого анклава испанского. Марокканцы набежали. Марокканцы набежали. Это прям нечто. Сначала набежала, да, прорвались через границу, что называется. Причем смотрите, как их много. Тут это прям вот все побережье. Там было, да, обнесено все колючей проволокой, они все это дело разрушили и набежали. Теперь они на территории Испании. И вопрос, что делать? Чрезвычайное положение, все дела. Просят вводить войска, Нацгвардию. А что с ними дальше будет? Почему они побегут? Попасть в Испанию, попасть в Европу. Мечта любого белого человека попасть в Европу, стать беженцем, сидеть на шее у бургеров. Да, любого белого человека. Это точно. Так, какая реальная безработица в России? Набиуллина говорит одно, Хазин говорит другое. И как уничтожение маркетплейсов повлияет на эту безработицу? Я не знаю, что говорит Набиуллина, я не знаю, что говорит Хазин, тем более
Единственное, что я знаю, что те цифры, которые озвучиваются и Центробанком, и правительством, и всеми чиновниками, они дебильные. Почему? Потому что они считают безработицу, используя данные службы занятости, биржи труда, прошу прощения. А если вы когда-нибудь сталкивались с биржей труда, вы поймете, что, я не знаю, какой процент туда вообще когда-либо обращается. У профессора Катасонова где-то, наверное, год или полтора назад, найдите на YouTube, был отличный ролик на буквально 30 минут, где он просто разнес и Центробанк, и чиновников в пух и прах. А то, что они говорят и по занятости, и по отсутствию трудовых рук, утилизации экономики, имею в виду процент утилизации производственных мощностей. И, то есть, просто разносит в пух и прах. Я не буду повторяться, просто найдите этот ролик профессора Катасонова, он в интернете есть. По-моему, года полтора назад. Или два он записал. По занятости, по безработице, да, это биржа труда. Если еще раз, я однажды из любопытства туда пошел, просто любопытно было. Я не знаю, может быть, процентов 20-30, может, даже меньше туда идет. А, соответственно, когда нам говорят условно 2%, это может быть все 10. Антон спрашивает. Степан, как вы считаете, будет ли полномасштабная война на территории России, Краснодарский край, Ростовская область? Если да, то как вы видите, можно ли будет спастись в Беларуси или батьке тоже достанется? Я, честно говоря, не знаю, что значит полномасштабная война, вернее, кто с кем будет воевать. Единственное, можно, наверное, посмотреть, вдруг там с турками придется воевать. Если вы имеете в виду то, что сейчас пиарится и в Европе у нас эта война с НАТО, забудьте об этом. Потому что, если посмотрите реально на их расходы на ВПК, на состояние вооруженных сил, основных участников НАТО, за исключением, американцев тоже теперь можно включать в эту категорию. Им в ближайшие лет 5 вообще никуда ссылаться не будут, потому что нечем. То это все несерьезно. С Турцией возможно. Тут скорее, знаете ли, будут использоваться не какие-то определенные страны, а, скажем, те же возможно использование темы крупных национальных диаспор внутри страны. Вот это может быть очень серьезным вызовом и власти, и живущим на этой территории. А внешняя угроза, это несерьезно. А с такой армией, как у нас сейчас, это просто несерьезно. Армия, которая насчитывает, что-то уже считайте, 1,5 миллиона человек, достаточно хорошо оснащена, а самое главное, имеет мощнейший боевой опыт ведения войны нового поколения. О чем вы говорите? Сергей задает вопрос в чатик, давайте заглянем. Почему только в России оппозиционеры и пораженцы – это одно и то же? Возможно ли на текущих парламентских выборах в России существенное изменение сил между партиями? Между партиями, возможно, надо новые лица все-таки в телевизор иногда вводить. Толку-то от этого. Там мощнейший фильтр, это администрация президента, чужих, скажем так, людей нет, есть только новые свои люди. Поэтому о чем вы говорите? А оппозиция у нас такая пораженцы, потому что за это бабки платят. Они сидят на западных грантах, потому что если вы не будете пораженцем, то вы останетесь без грантов. Ведь вам же еще делают дебрифинг, вас же спрашивают иногда даже ваше мнение. А как санкции экономические лучше сделать? 5-е, 10-е. Разумеется, что вы будете говорить? Товарищи натовцы, нужно еще напрячься, надавить сюда, и кровавый режим рухнет. А для этого нужны новые деньги и гранты. И все. И они хотят, с одной стороны, заказчики это слышать для оправдания своих действий. И вы хотите это говорить, потому что вам за это платят бабло. Вот и все. Замкнутый круг. Если представить, что каждая нация – это живой человек, без оглядки на сроки и ее истории, как вы считаете, сколько лет этим людям? Сколько сейчас украинцу, еврею, американцу, китайцу и русскому по измерению живого человека?
Ну, слушайте, вопрос тяжелый, на самом деле. Я думаю, что не совсем корректно такое сравнение, потому что здесь скорее нужно сравнивать, как правильно делал товарищ Ибн Халдун, асабии. Их нужно сравнивать. Что такое асаби? Это вот, ну, даже не знаю, это как не это не моджо, а это даже не правящая формация, а сила духа управленческая, вот сила духа элиты, скажем так. А если вы посмотрите, скажем, на иранскую асабию, вы заметите, что там, во-первых, одна достаточно молодая, и поэтому у них так все хорошо получается. Если вы посмотрите на российскую, то она началась с 2017 года. Если посмотрите на американскую, скажем так, мощнейшие трансформации там произошли, на мой взгляд, после 1913 года, когда была образована ФРС, тоже уже пожилая, дряблая. Европейская, Евросоюз, это вообще непонятно, что с чем кушать. Китайцы молодая, Сабия тоже очень молодая, потому что у них прошли мощнейшие экономические трансформации, практически это поменяло очень сильно их элиты, они динамически меняются и подстраиваются под экономические реалии. Наша старая, еще раз, израильская, тут тоже относительно молодое государство, но оно было, у него была одинаковая история. Да, они жили по большому счету с 1948 года, если не брать там первые, скажем, 20 лет, они жили в тепличных условиях. Это ЧВК США. Напрягаться не надо, можно понты кидать, борзеть. Как только приходится отвечать за базар, приходит дядя Сэм и все разруливает. Поэтому там тоже уже все так дряхленькое. А из молодых вот и таких активных с потенциалом большим это китайская элита и иранская. Мгм. Поэтому у них все и получается. А, Чем можно объяснить, что воюющая Россия опередила мирный Китай по приросту долларовых миллионеров, при том, что население России гораздо меньше, и вообще нормально ли это? Отсылаю вас к тому же ролику профессора Катасонова, где он сравнил доли прибыли и доли фонда заработной платы в ВВП различных стран. В России, разумеется, это доля прибыли корпораций в ВВП, если я не ошибаюсь, то ли 2,5, то ли в 3 раза выше, чем у остальных развитых и не совсем развитых стран. Отсылаю. Там очень познавательный ролик. Те цифры и аргументы, которые он приводит, могут очень сильно изменить ваше мировоззрение на происходящее. Здравствуйте. В Европе иногда звучит мысль, что русские и украинцы могут объединиться и начать войну с европейскими. Ваша мысль, пожалуйста, на этот счет. Спасибо за работу и настроение. Ну, это было вообще бы идеально. Ну как это, реально, нереально? Ну, слушайте, ну, если вот взять Украину, да, и к востоку от Днепра, Западенщину выкинуть, ну, Киевщину почистить, и все вот это вот западенское. Нормальная страна будет адекватная. Ну, перевоспитание там, да, воспитанием занимаюсь лет 30. Я думаю, что, я не знаю, 5-6 месяцев правильного дебилятора, и украинцы могут прийти в себя. Ну, А, объяснить им, что кто виноват, не мы, а они, Запад, соответственно, надо их мочить. Вот вам пулемет. Вперед. вот вам пулемет вперед. Если... Кстати, вот, если я не ошибаюсь, сейчас уже, по-моему, 3 или 4 батальона из украинских военнопленных добровольцев, которые прекрасно воюют, показывают чудеса выучки и храбрости. Мгм. И спрашивают пользователи, есть ли у России свой армуз, чтобы кошмарить Запад? Не думаю, что есть Армуз, есть несколько скважин. Ну, вот представьте себе элементарно, да, чтобы... Во-первых, уран. Приносит копейки, но если его перекрыть поставки в США и в Европу, то там станет очень быстро весело. В атомной энергетике везде. Во-вторых, СПГ. Ну, да, Новотек там гонит импорт СПГ, если я не ошибаюсь. Экспорт, вернее, СПГ в Европу год к году растет.
по 25%. Ну, слушайте, если вы думаете стратегически, размышляете, то это дело просто прикройте. Ну, и где-нибудь там, так сказать, иранцы, они занимаются Катаром, там все контролируют. Кремль может контролировать свой СПГ. Ну, и европейцам станет сразу очень весело. Еще веселее, скажем так. Своего армуза нет, у нас несколько другая специализация. Знаете ли вы что-то, Степан Геннадьевич, что если прямо сейчас озвучите в эфире, то это будет стоить вам жизни, но изменит представление людей о жизни? Я знаю, за что меня хлопнут, но большинство людей на это никак не отреагируют, вообще даже не поймут, что я сказал. Поэтому зачем лишний раз сотрясать воздух? Хороший ответ. Хм. Значит, пошлют ли томагавки на Минск, если не будет подписан приказ на демобилизацию Гольдмана? О, Господи. Чего? Я даже не знаю, о чем речь. Спасибо за вопрос, да, нам было очень интересно. Приходите еще. Пару прилетов Ярсов по Лондону и Вашингтону исправит ситуацию для России, как вы думаете? Нет, тут по Вашингтону, Лондону все-таки бить не надо, да, это может... Хотя, черт его знает, я думаю, они тоже сядут на поп и будут сидеть ровно. Но это должен быть, если это удар, то это не должен быть удар, скажем так, достаточно существенный. Это должен быть удар в целях пиара, условно говоря. Чтобы, грубо говоря, у них не было стопроцентной необходимости отвечать на него. Поэтому, да, так слегка пощекотать нервы, чтобы они понервничали, подумали. Имеет смысл. Олигархи Путина с еврейскими корнями создали Ямальский крест, чтобы распять Россию? Ну, олигархи Путина с еврейскими корнями – это просто еврейские мальчики, которым дали подержаться за денежки. Ты все. Так, Саша, как понять? Программа начала работать. Прямо сейчас начали работу по переработке нефти. По какой нефти? О чем вы сейчас? По какой переработке? Какая программа началась? Не совсем понятно. Расскажите историю, как вы были в гей-клубе в Сан-Франциско. Я много раз рассказывал, что повторяться она есть. Такая не очень приятная история. Ну так, подойдите, Степан Димура, подпишитесь, правильно? Да? Да, если что, то... Ну, как неприятно, такая, вот сейчас вспоминаешь, любопытно, тогда я даже не понимал, вообще, куда я попал. Но я понял, что что-то здесь не так. И надо отсюда рвать ноги. Да я был в Сан-Франциско, пошел гулять по городу, ну как, там второй или третий год в Америке, надо посмотреть на Голден Гейт. А там, разумеется, в то время, да я думаю, сейчас жили одни эти самые небинарные, такой район у них был. Ну, хочется пивка выпить, захожу в бар, там одни мужики. Не то, что они все в портупеях, но похоже. Начинает на меня странно смотреть. Один подходит, обнимает и предлагает купить мне напиток. Я понял, что я немножко не там. Ну, за мной потом все американские знакомки, что ржали. Говорит, ты придурок, ты хоть гайды читай, куда ходить и зачем. Мгм. Саша, спроси, почему на дверях МИДа России висит герб СССР? Не доглядели или денег не хватило на орла двуглавого? Наверное, это какой-то потаенный символ, знак масонов. Какой план по Ирану у Соединенных Штатов Америки сейчас? Слиться. Ладно, США больше роли в этом регионе не играет. Да, друзья, сегодня такой был достаточно, как это, ну, Сумбурный. сумбурный, да, эфир.
техника на грани фантастики. Всем большое спасибо, что, несмотря на все это, вы побыли с нами вот это время, которое мы были в эфире. Ну, там YouTube делает так, что в записи вот эти провалы, он там склеивается, поэтому всем большое спасибо, что смотрите вот это все рваное в записи. Поставьте лайк, не забудьте. Степан Геннадьевич, я благодарен вам за время, мысли. Это я, Александр, хочу заметить, что и иранцы терпение. хуситы еще кабели не трогали интернет, а их там много. Только по дата-центрам влупили, и началось. Да, да. А если кабель перегрызут, о, дела будут. Спасибо вам большое за время и мысли, Спасибо друзья. вам. Благодарю за то, что посмотрели этот эфир. Попытались все-таки, несмотря на все трудности, выхватить главное. Давайте обсудим это в комментариях. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.